Давайте дальше изучать репрессивное законодательство Российской Федерации. Вы наверняка знаете, что есть такая статья, как статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. То, что условно называется оскорбление чувств верующих. Читаю. Статья 148. Нарушение прав на свободу совести и вероисповедания. Первый пункт. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях осквернения религиозных чувств верующих, наказывается сроком лишения до 1 года. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, наказывается штрафом, то все, принудительными работами до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний тоже наказывается определенными сроками. Деяния, 4 пункт. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные лицом с использованием служебного положения, с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается сроками до 2 лет. Там много наказаний, чтобы не перечислять. То есть, что мы понимаем? Мы понимаем, что должно быть явное неуважение к обществу, и должны быть цели оскорбления религиозных чувств верующего, плюс еще и с применением, с угрозой применения насилия. Вот если вы, например, пройдете неодетые с пляжа мимо церкви. Казалось бы, ничего. Но если вы это снимете на видео и выложите в сеть интернет, возможно, в России посчитают такое видео, выражающее явное неуважение к обществу, и то, что вы преследовали цели оскорбления религиозных чувств. Для Испании это, конечно, звучит все очень дико, потому что здесь, во-первых, очень много всяких религиозных объектов, действующих. Я периодически слышу, как бьют в колокол, только на расстоянии 5 минут ходьбы здесь 2 церкви. Но самое главное, что здесь уживаются спокойно мусульмане, христиане, иудеи, буддисты, другие конфессии. И то, что здесь лето, курорт и пляж, каждый хочет как хочет, ходит как хочет. Кто-то ходит в платках, кто-то ходит в хиджабе, кто-то ходит без лифчика на пляже. Да, в Испании равноправие. Женщины и мужчины могут загорать без лифчика. Оскорбляет это чувство верующих? В России, наверное, бы оскорбились. Здесь, в Испании, хотя страна религиозная, на удивление, у церкви, то, что я видел, заполнены. Люди действительно ходят в церковь. Я мимо проходил, заглянул. Красивое богослужение. У меня есть ролики об этом. Но вот как-то это сочетается. В России почему-то свобода совести и вероисповедания одних становится поперек права на свободу самовыражения других. Хотя мне кажется, что в России просто не хватает терпимости.
чужим взглядам, к чужим мыслям, к чужим верованиям. Просто не хватает терпимости. Не научили жить в мире, к сожалению. Появилась вот эта вот 148 статья Уголовного кодекса. Мой вам совет. Обходите стороной любые религиозные заведения. Потому что неизвестно, кого и как вы можете оскорбить. К сожалению, православная церковь в России не так отделена от государства, как я себе это вижу. И с другой стороны, если бы, как я понимаю, большинство жителей России были православными христианами по-настоящему, не случилось бы этой ужасной войны. Тем не менее, как-то вот все это соединяется вместе. К сожалению.